Начнем игру. 오빤 강남스타일. Psy. Южнокорейский исполнитель, телеведущий и рекордсмен книги Гиннесса, известный своим феноменальным появлением в музыкальном мире и искрометным юмором. Он стал кумиром миллионов и буквально взорвал YouTube своей мощной энергетикой и новым взглядом на азиатскую музыку. Прячась за темными очками, он остается одним из самых таинственных и закрытых селебрити в мире. Мы собрали в этом видео все, что поможет пролить свет на его жизнь. Микс-шоу представляет Psy. Куда пропал исполнитель хита «Gangnam Style»? Пак Че Сан родился 31 декабря 1977 года в респектабельном районе Каннамгу южнокорейского Сеула, в зажиточной семье. Отец занимал пост топ-менеджера в крупной корпорации, а мать владела несколькими ресторанами в центре района. Как и полагается отпрыску обеспеченных родителей, мальчик с детства был окружен всеми плюсами сытой жизни в крупном мегаполисе и имел прямой путь в круг местной золотой молодежи. Пак учился в элитной закрытой школе, но делал это весьма неохотно, сопротивляясь процессу обучения и тяжело сходясь с одноклассниками. Единственным спасательным кругом для него стало его превосходное чувство юмора, которым он гасил любые конфликты. Работавшие с ним учителя признавались, что мальчик неоднократно срывал уроки всего одной шуткой. Когда будущему покорителю хит-парадов исполнилось 15 лет, он увидел по телевизору концерт группы Queen, проходивший на английском стадионе Уэмбли. Именно это и стало точкой отсчета к моменту, когда он сам будет собирать немыслимое количество поклонников на самых престижных площадках мира. Его музыкальные пристрастия в то время составляли ядреный коктейль из песен Эминема и Тупака Шакура, приправленный творениями рокеров из Aerosmith и Def Leppard. Следуя душевному порыву, он начал писать собственные песни. Впрочем, карьера музыканта не входила в планы амбициозного отца Пака, и уже в 1996 году молодой человек отправился за океан, чтобы получить хорошее образование в сфере управления бизнесом. Выбор пал на Бостонский университет, который он бросил спустя некоторое время, полностью разочаровавшись в учебе. Зато, немного подтянув английский, Пак поступил в музыкальный колледж Беркли, где недолго обучался основам музыкальной грамотности. Вскоре ему наскучило и это. Бросив учебу, он вернулся в Южную Корею, чтобы начать свою сольную карьеру. Вооружившись псевдонимом Psy, что является сокращением слова «псих», начинающий музыкант активно ищет публичности. В 2000 году его ждал первый успех – выступление на национальном телевидении с песней «Bird». А уже в следующем году выходит дебютный альбом Psy «Psy from the Psycho World», который вышел под эгидой лейбла LNLT Entertainment. Словно оправдывая свой отвязный псевдоним, Psy совмещает успех своих песен, ротацию клипов по телевидению с весьма неприятными скандалами. Так, из-за непристойного содержания альбома исполнитель был оштрафован корейскими властями, а в 2001 году даже попал под арест за хранение марихуаны, из-за чего пропустил похороны любимого дедушки. Общественность будоражил странный вид Psy, необычные и несуразные движения, которые он в избытке использовал в своих клипах. И вскоре он стал новой звездой южнокорейской поп-сцены. Как и полагается хип-хоп-исполнителю, он наполнял свои тексты грубыми словечками и не особо заботился о глубине и смыслах. Поэтому альбомы «Са 2» и «3 Май» вышли с суровыми возрастными ограничениями 19+. Но одним лишь эпатажем певец не ограничивался и в 2002 году выпустил к чемпионату мира по футболу очень достойную композицию «Чемпион», которая стала негласным гимном Мундиаля. Позже трек получил престижную национальную награду, несмотря на подмоченную скандалами репутацию артиста. Следующие 10 лет стали в жизни Psy весьма непростым временем, ознаменовавшись турбулентностью во всех сферах. 2 года артист провел в рядах национальной армии, как и полагается всем корейским мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Благодаря отцу, который устроил его в свою компанию, ему удалось досрочно покинуть армию.
поскольку его гражданская деятельность служила на благо национальных интересов Южной Кореи. После службы певец продолжил выпускать треки, которые, увы, не пользовались большой популярностью. Такие работы, как «Father» и «Beautiful Goodbyes» не получили славы. Лучше встретили его новый альбом «Саджиб», который исполнитель выпустил в 2006 году. Новое творение хоть и не вызвало бурной реакции, но принесло ему несколько престижных музыкальных премий. Еще одним радостным событием 2006 года стал его брак с корейской виолончелисткой Ю Хи-йон, которая моложе певца на 12 лет. Как сообщают источники, их познакомили общие друзья, и вначале их отношения были исключительно дружескими. Решение пожениться пара приняла через 3 года после того, как они стали встречаться. Сай и Юхе – счастливые родители. Они воспитывают дочерей-близняшек, тщательно охраняя свою личную жизнь от внимания публики. Известно лишь, что супруга во всем помогает певцу в его творчестве, участвуя во всех его проектах. В 2007-м деятельность артиста вновь попала в поле зрения корейских властей. На этот раз прокуратура предъявила к нему претензии в том, что он пренебрегает своей работой, выступая на концертах и записывая музыку. Поэтому военные потребовали возвращения Сая к службе, где он числился рядовым 1 класса в пехотной дивизии. Последовали долгие судебные тяжбы с военными, в результате которых Сай все-таки вернулся отдавать долг родине и был официально освобожден от своих обязанностей только в 2009 году. За этим последовал период застоя в его творчестве, в том числе из-за финансовых трудностей. Но супруга посоветовала Саю присоединиться к лейблу одного из его старых друзей, и уже в 2010 году в свет вышел его 5-й альбом под говорящим названием «Psy 5». Певец не стал изменять себе и снова оседлал своего обычного конька – эпатаж и нецензурную лексику. Его главный сингл «Right Now» снова был запрещен к прослушиванию аудитории моложе 19 лет. В связи с отсутствием успеха Саю пришлось переквалифицироваться в продюсера и композитора для других исполнителей. Все шло к тому, что ярко загоревшаяся звезда неминуемо должна закатиться. Все изменилось 15 июля 2012 года, когда на YouTube-канале Сая был выложен клип на песню «Gangnam Style». Незатейливая песенка больше напоминала карикатуру и высвечивала роскошную жизнь элитного района Каннамгу, Сеульскую Рублевку или Беверли-Хиллз. Сай очень хорошо знал, о чем пел, ведь именно в этом районе он провел детство и юность. Его целью стало высмеивание гламурного стиля жизни золотой молодежи. Клип не отличала ни первоклассная графика, ни какой-то сложный сюжет. Примитивные танцы в стиле катания на лошадке, симпатичные кореянки и несколько известных комиков. Однако именно эта простая и забавная композиция подарила певцу мировую известность. На первый взгляд подобный выстрел в шоу-бизнесе – не что иное, как случай и удача. Но это совсем не так. За оглушительным успехом стояла кропотливая работа и гениальная стратегия профессионалов из лейбла YG Entertainment, присоединиться к которому Сая в свое время уговорила жена. Гениальная стратегия состояла в том, чтобы за несколько дней до релиза клипа ежедневно выкладывать небольшой тизер в соцсетях артиста, аудитория которых составляла внушительное количество поклонников. В ожидании премьеры пользователи делились друг с другом небольшим фрагментом клипа, и уже на этом этапе он стал вирусным. Выход полноценного клипа ждали с таким нетерпением, что день его премьеры стал превосходным стартом. Продюсеры старались вовсю, и после того, как спустя месяц видео набрало 10 миллионов просмотров, последовали записи живых выступлений, на которых ему рукоплескали десятки тысяч человек. После этого Gangnam Style появился в ротации на телевидении, а имя самого Сая звучало в национальных новостях. Азия была захвачена с результатом в 100 миллионов просмотров. А уже в августе 2012-го о феноменальном клипе заговорили в США. После ряда удачных ходов с флешмобами вирус нельзя было остановить. Например, в 2013 году Сай появился в рекламе фисташек, снятой специально к финальному матчу чемпионата Национальной футбольной лиги США по американскому футболу. При известной любви к этому виду спорта такой ход оказался весьма успешным. И знаменитый танец, исполненный ростовыми куклами в виде зеленых орешков, обеспечил дополнительный приток слушателей.
это не единственный продукт, который рекламировал Сай. Его можно было видеть в забавной рекламе автомобиля Kia Cerato. В списке также популярная лапша Shin Black Cup, холодильники Samsung, Национальное агентство по развитию туризма в Корее и алкогольные напитки. С ними, кстати, у Сая были серьезные проблемы. В 2013 году исполнитель публично заявил о том, что страдает алкогольной зависимостью. Причем пагубная привычка преследует его уже несколько лет и никак не связана с его душевным состоянием. По его признанию, запои случались как на фоне печали, так и радости. А предпочтение всем напиткам артист отдавал корейской водке. В интервью ряду авторитетных изданий Сай признал необходимость бороться с зависимостью. Все это происходило на фоне бешеной популярности Сая. В начале декабря клип Gangnam Style был признан самым просматриваемым за всю историю интернета. Уже к декабрю 2012-го отметка просмотров на YouTube перевалила за 1 миллиард. А затем счетчик просмотров и вовсе сломался, когда было достигнуто максимальное количество, запрограммированное на сайте. К тому же корейский исполнитель был официально включен в Книгу рекордов Гиннесса с видео с самым большим количеством лайков за всю историю видеохостинга. Название песни так прочно вошло в словарный обиход людей, что издатели британского толкового словаря Collins внесли его в список самых популярных выражений в 2012 году. Обожание в Корее пошло еще дальше, и песне посвятили памятник. В 2015 году в Сеуле, именно в той его части, где проходили съемки видео, было установлено масштабное металлическое изваяние кистей рук, повторяющих заглавные движения Сая в клипе. Песня заняла первую строчку хит-парада iTunes, а смешные движения из клипа не повторял только ленивый. К флешмобу присоединились Мадонна, Бритни Спирс, Хью Джекман, Дженнифер Лопес и даже бывший генсек ООН Пан Ги Мун. Статус самого просматриваемого видео Gangnam Style сохранял в течение целых 5 лет, вплоть до того момента, как его рекорд не был побит американским рэпером Уиз Халифа с песней «See You Again». Тем не менее, Сай довольно долго почивал на лаврах, и по некоторым подсчетам только одна песня «Рекордсмен» принесла ему около $20 миллионов, включая сборы от загрузок iTunes, YouTube, а также гонорары от рекламных контрактов. Самое невероятное, что феноменальный успех Gangnam Style обогатил не только самого Сая, но и его семью. Дело в том, что его отец и брат в общей сложности владеют 25% акций DI Corporation. И на фоне ажиотажа вокруг успеха песни стоимость этих ценных бумаг выросла на 188%. Невероятный взлет котировок на бирже принес семье порядка $30 миллионов. Уже весной 13-го Сай выпускает свой новый хит «Джентльмен», в котором вновь от души веселится и исполняет чудаковатую хореографию. Примечательно, что на этот раз автором одного из движений стал хореограф Бэйюн Джон, которая его придумала в 2009 году для клипа девичьей кей-поп-группы. Надменное движение так пришлось по душе певцу, что он предложил выкупить его для своего видео почти за $8,5 тысяч. Хит по замыслу должен был повторить успех прошлого релиза, но лишь закрепил его, оставшись в истории клипом, набравшим внушительные 500 миллионов просмотров. Аналогичный успех ждал и две последующие песни. «Oppa is Just My Style», которая представляла из себя ремикс Gangnam Style в дуэте с корейской певицей Hyunai, и сингл «Daddy». Вышла новая песня «Father». С 15 по 17 год артист выпустил 2 альбома, последний из которых отметился синглами «New Face» и «I Love It». А уже в следующем году он официально ушел от продюсера YG Entertainment, основав свой собственный лейбл P-Nation. Сай успешно продюсирует перспективных корейских исполнителей и активно ищет молодые таланты. 19-й год стал для Сай весьма богатым на упоминания в прессе. Негатив принесла темная история, произошедшая несколько лет назад в одном из клубов Сеула. Как выяснилось, во время визита иностранных инвесторов для них была организована вечеринка, на которую были приглашены дамы легкого поведения. Устроителем веселья значился глава YG Entertainment.
Сай же, в свою очередь, представал в этой ситуации чуть ли не сводником. После допросов полиции ему также пришлось оправдываться перед публикой. В своем блоге артист подчеркнул, что не имеет отношения к организации каких-либо эскорт-услуг и лишь познакомил представителя YG с предпринимателем Джо Лоу. Сай не знал, что бизнесмен находится в розыске в 3 странах и подозревается в хищении $4,5 миллиардов, а сам певец со злосчастной вечеринки вовсе ушел первым. Чуть позже Сай снова попал под пристальное внимание СМИ и поклонников, но на этот раз он предстает в образе благородного человека, отказавшись от своего гонорара за выступление на открытии 39-х Корейских паралимпийских игр. Спокойное и продуктивное течение жизни в 2020 году прервал очередной скандал с участием Сая. Теперь досталось живому выступлению певца, состоявшемуся в Корее в 2020 году. На сцене организаторы шоу устроили состязание между танцовщиками и танцовщицами, которые постепенно обнажались и обливали себя водой. Общественность негодовала, называя происходящее порнографией и обвиняя Сая в пропаганде дискриминации женщин. Сам певец на выпады никак не отреагировал. В этом же году сбылась маленькая мечта Сая. Во время мирового турне группы Queen он повстречался с одним из ее участников Брайаном Мэем, о чем сделал восторженный пост в своем инстаграме и сопроводил его совместным фото со своим кумиром. В августе 2021 года Сай стал участником шоу Loud, в ходе которого он и его конкурент Пак Джиньон предстали в роли наставников 2 абсолютно новых мужских поп-групп. Помимо музыкальной деятельности, Сай активно снимается в кино и участвует в озвучивании. Среди его работ анимационный фильм «Реальная белка» и комедия «Из Вегаса в Макао 3». Я буду дилером, хорошо? Хочешь быть дилером? Похоже, у тебя сильные карты. Еще какие? Сейчас Сай успешный продюсер, шоумен и более чем обеспеченный человек. Его состояние оценивается в $60 миллионов. Из них только на просмотрах видео Gangnam Style на YouTube корейский артист заработал $8 миллионов. И еще в 4,6 миллиона оцениваются его рекламные контракты. Неудивительно, что при таких немалых доходах Сай может позволить жить на широкую ногу. Хотя подтверждений этому он предоставляет крайне мало и неохотно. У певца есть не просто квартира в центре динамичного Сеула, а целое здание, которым он управляет и сдает площади в аренду. Тут располагаются кафе, бары и даже выставки. В 2013 году артист приобрел просторную квартиру в калифорнийском Вествуде за $1,3 миллиона. Жилье представляет собой апартаменты в типичном американском кондоминиуме Blair House, за обслуживание которого в месяц нужно отдавать $2500. Квартира расположена на 4-м этаже здания, а ее площадь составляет 260 квадратных метров. К услугам владельцев есть элегантная гостиная и столовая, 3 спальни, 2 ванные комнаты. К прочим благам прилагается просторная гардеробная, кухня, прачечная, а также 2 балкона. Через несколько лет семья продала эту квартиру почти за $2 миллиона. Во время визита в Бразилию Сай разъезжал по улицам в роскошном пуленепробиваемом автомобиле Hyundai Equus, который организаторы предоставили в целях безопасности. Эту модель, подчеркнули они, не для продажи, а исключительно для пользования звезд первой величины. Восторгу певца не было предела, и он порадовал своих подписчиков в Twitter признанием, что это его первая в жизни бронированная машина. В 2016 году мир облетела новость о том, что роскошный красный Rolls-Royce, в котором находился Сай во время визита в Китай, попал в аварию. К счастью, артист не пострадал, чего нельзя сказать о люксовом авто, которому понадобился ремонт. Был ли это автомобиль певца или его предоставила встречающая сторона? Как и то, каким автопарком владеет сам певец, доподлинно неизвестно. Сая по праву называют культурным феноменом, корейским чудом, и это человек, точно знающий, чего он хочет и куда двигается. То, что на первый взгляд может показаться неожиданной удачей, подарком судьбы, на самом деле является результатом упорного труда и продуманной стратегии. Как вы думаете, стоит ли ждать нового мирового прорыва, подобного Gangnam Style? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.